Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем мастерить несколько различных работ, используя простые бросовые и подручные материалы. Хотя данная композиция является пасхальной, но такую коробочку-подставку можно использовать не только как пасхальный декор, но и в повседневной жизни. Например, складывать в нее различные мелочи. В общем, как ее применять, это уже решать вам. Список необходимых материалов вы найдете в описании под видео. Для работы я буду использовать обычные деревянные ящики, которые необходимо разобрать на отдельные детали. Вместо ящиков можно использовать переплетный картон, склеенный в несколько слоев. Размеры коробочки напрямую зависят от размеров деталей разобранных ящиков, поэтому размеры вашего изделия могут быть любыми другими. У меня коробочка получилась размером 20 на 11,5 сантиметров. Все детали необходимо зачистить наждачной бумагой. Детали склеиваю при помощи столярного водостойкого клея ПВА D3. Капли термоклея ставлю просто для фиксации. Также можно применить и другой клей, которому вы доверяете. После высыхания клея замазываем все отверстия при помощи универсальной шпатлевки.
При помощи молдов и любой самозатвердевающей массы украшаем изделие. Я использовала самодельную массу из рисовой муки и столярного клея. Как сделать такую массу, я показывала в предыдущем видео, ссылка на него находится в описании, а также подсказка появится на экране. Детали можно приклеивать как столярным клеем, так и клеем ПВА. После высыхания элементов окрашиваем работу в серый цвет. Далее при помощи сухой кисти или спонжа наносим белую акриловую краску. Здесь уже все индивидуально. Краску можно нанести как тонким слоем, так и более плотным. На внешнюю сторону я нанесла более интенсивный белый цвет, а внутри окрасила лишь слегка. Покрываем работу акриловым лаком.
Далее декорируем деревянные заготовки. Массу использую ту же самую, что и для коробочки. Не забудьте покрыть изделие акриловым лаком. Теперь приступаем к изготовлению пасхального кролика. Конечно, легче всего купить готовую фигурку, но мы не ищем легких путей, а используем простые бросовые и подручные материалы. Основу для головы кролика я сделала из плотно смятой бумаги, но еще более легкий вариант — это сделать основу из кухонной фольги. Дома у меня фольги не оказалось, поэтому мне пришлось использовать бумагу, но вариант с фольгой более удобен, потому что ей легко придать любую форму.
Данную заготовку я решила оклеить винтажной газетой, нашла в интернете подходящее изображение и распечатала на обычной бумаге. Но так как распечатка сделана на струйном принтере, то нам необходимо закрепить водорастворимые чернила. Лучший вариант, конечно же, это акриловый лак в аэрозоле, но так как у меня такого лака нету, я пользуюсь обычным лаком для волос сильной фиксации. Сбрызгиваем нашу распечатку 2-3 слоями лака для волос с промежуточным высыханием. После этого распечатку лучше сразу покрыть хотя бы одним слоем акрилового лака. Кролик полностью высох, теперь необходимо сделать его более винтажным. Это делать совсем не обязательно и только по вашему желанию. На листе бумаги промакиваем губку с черной акриловой краской, а затем немного пачкаем нашего кролика. Мордочку кролика рисовать не обязательно, это тоже по вашему желанию. Покрываем нашего пасхального кролика акриловым лаком. В прошлом году я показывала вам, как сделать вот такую картину из искусственного мха. В последнее время стали очень популярны зайчики, покрытые флоком. Но так как не каждый может приобрести флок и специальный клей, то предлагаю еще один вариант покрытия зайчика искусственным мхом. Так же, как мы делали кочки для картины. Для этого понадобятся мелко нарезанные зеленые нитки и полимерный универсальный клей. Также можно использовать и другой клей, которому вы доверяете. Я остановила свой выбор на полимерном клее, потому что он быстро сохнет. Но необходимо помнить о том, что пары полимерного клея токсичны, поэтому работать с ним необходимо при открытых окнах. На небольшой участок поверхности заготовки наносим равномерным слоем немного клея, затем присыпаем его нарезанными нитками и прижимаем сверху полиэтиленовым пакетом. Немного ждем, чтобы клей схватился, затем снимаем полиэтилен и таким же методом оклеиваем всю заготовку полностью.
Итак, наша пасхальная композиция из простых подручных и бросовых материалов готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Желаю всем вам здоровья, благополучия, мира, добра и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!